Всем привет! Не так давно один из моих подписчиков, пользователь с ником AzartFruct, предложил классную идею для видео. Было бы здорово увидеть добавление товара в корзину, например, чтобы при наведении на иконку появлялось окошко с товарами, а там можно убирать, добавлять, удалять товары. Тема фруктов была выбрана случайно, но кто-то, возможно, найдет совпадение. В этом видео мы с вами попробуем реализовать данную задумку, и мне почему-то кажется, что вместе у нас все получится. Погнали! Итак, для начала я создал файл index.html, рядом с ним script.js и style CSS. Стили я подключил с помощью тега link, а script.js перед закрывающим тегом body я прописал скрипт и указал путь до script.js. Также я добавил картиночки в папку AMG. Весь стартовый шаблон я загружу на Boosty. В открытом доступе вы сможете скачать себе и продолжать смотреть видео и вместе со мной реализовывать данный проект. Также нам необходимо подключить иконочки. Для этого в строке поиска мы можем ввести Awesome CDN и перейти по первой ссылке. Здесь также копируем первую URL, пропишем линк и вставляем наш путь href. И теперь мы можем создавать структуру нашего проекта. Добавим header с классом header. Внутри него разместим контейнер. Логотип. Оболочку нашей корзины. Внутри логотипа добавим иконочку. Так, видимо, она появилась. Отлично. Значит, мы все подключили правильно. И название нашего мини-магазина Marketplace. Далее. В оболочке корзины добавим кнопку карт BTN с типом button. И также нам здесь понадобится иконочка, но уже с другим классом. Отлично. Также здесь разместим спан, в котором будем указывать количество товаров. Header, cart, count. Изначально 0 можем поставить. Рядом с кнопкой разместим блок с товарами. Непосредственно сама корзина. Карт блок. И перейдем в отдельный класс карт блок header. Здесь добавим заголовок h3. И под ним мы будем размещать наши товары. Items. Давайте это уберем, чтобы лучше было видно. Item. Перейдем в отдельный блок.
Внутри него у нас будет картиночка, image, ссылкой на соответствующую страницу товара. И сразу добавим изображение AMG 01 SVG. Так, отлично. Рядом с ним также добавим ссылку, но уже немного другую, с названием товара. Линк. Внутри него можем добавить заголовок H4. Единственное, что мы потеряли класс. Сейчас мы его поправим. Item card header, link, title. Вначале у нас будет Apple. Далее у нас идет цена, pan, price. Можем добавить абсолютно любую. Добавим счетчик, count, в котором разместим две кнопки. Давайте сначала добавим одну. BTN, кнопка минус. Скопируем. Здесь поменяем на плюс. Так. И между ними, соответственно, количество товаров. Это у нас будет span. 1. Хорошо. Нам не хватает еще кнопки удаления. Не вопрос, сейчас добавим. Button. Type button. Remove. И добавим отдельный класс. Он нам понадобится в JavaScript. Внутри этой кнопки расположим иконочку. Так, видимо, она появилась. Значит, все мы подключили правильно. Теперь мы можем скрыть наши товары и чуть ниже добавить блок с результатом, result, внутри которого у нас будет заголовок, result title, и результирующая цена, стоимость за все товары. Result price. В начале у нас будет 0. И в самом конце мы можем добавить две ссылочки. В принципе, мы их не будем использовать, но для красоты в данном случае пусть будут. Link. Добавим сразу отдельный класс. Он у нас будет общий. Так. И здесь добавим модификатор 2. Так как данная ссылка будет иметь другой фон. Check out.
Отлично. И теперь мы можем скрывать header и перейти к нашим товарам. Добавим main с классом page. Внутри него расположим секцию классом hero. Контейнер ограничивающий также нам понадобится. Добавим заголовок. Можем еще разместить подзаголовок subtitle. И теперь добавим оболочку для наших товаров body. Перейдем в отдельный класс item hero. И теперь добавляем изображение товара image. AMG 01. Первая наша картиночка. Под изображением у нас идет еще одна оболочка, в которой мы разместим название. Также заголовком. Но теперь H3. Apple. Так. Соответственно, нам еще нужна цена. Price. Нам нужна еще какая-то информация о товаре. Краткое его описание. Добавим текст рыбу. И можем убрать одно предложение. Делать его чуть меньше, компактнее. И теперь самое основное — это кнопка добавления в корзину. Button. Type button. Add btn. И общий класс link. Теперь нам понадобятся дата-атрибуты. Data name, которой мы передадим название товара Apple. Data price, соответственно, цена. Data image, путь к изображению. И что нам остается? Ссылка на товар. В нашем случае пока что это решетка. Напишем название нашей кнопки. И добавим иконочку. По Solid, по карт, шопинг. Так, хорошо. Дата-атрибуты нам будут нужны для JavaScript. По ним мы будем добавлять объекты в корзину, но это чуть позже. Теперь копируем наш товар, меняем номер картинки, меняем название, можем немножко изменить цену и, конечно же, дата-атрибуты. Так, готово. Нам остается третий товар.
Все то же самое. Третий товар у нас будет бананы. Так, меняем дата, атрибуты. И все. Теперь у нас все готово для стилизации. В стилях первым делом давайте подключим шрифт. Для этого перейдем на сайт Google Fonts и в строке поиска введем название шрифта. В нашем случае это Inter. Перейдем Get Font. Далее Get Empt код. Выберем способ подключения. Я обычно нажимаю импорт. Копируем. И вставляем в Style CSS. Так, супер. Теперь мы можем обнулить все ненужные стили. И прописать box size border box. Для всех инпутов, для всех кнопок мы уберем бордеры. Outline также зададим 0. И уберем фоны. Для кнопок сразу добавим указатель при наведении. Для ссылок уберем подчеркивание. Text Decoration None. Добавим цвет. Inherit. Для того, чтобы он наследовал от родителя. Теперь для всех link зададим общие стили. Внутренние отступы. Добавим немного тени. Добавим фон. Так, цвет у нас будет белый. Жирность 700. Размер шрифта пусть будет 14. Межбуквенный интервал также небольшой зададим. Text Transform Uppercase. Закруглим на 20 пикселей. Сделаем флекс контейнером и разместим в центре вертикали и горизонтали. Небольшой отступ 8 пикселей. И добавим чуть-чуть плавности. Для фона нам это понадобится при наведении. Теперь для Link 2 мы помним, что добавляли модификатор. Немного изменим фон. Отлично. Теперь для body подключим наш шрифт. Inter. Додадим жирность 400 и укажем цвет для всей страницы. Размер шрифта пусть будет 20 пикселей. Теперь для контейнеров, для всех,
контейнер. Зададим максимальную ширину 1140 пикселей и расположим по центру экрана с помощью Margin. Внутренний отступ также добавим по 15 пикселей, но также не забудем указать Box Size Content Box для того, чтобы наши внутренние отступы оказались снаружи. И тем самым делали невозможным прилипание по краям экрана на низких разрешениях. Теперь для шапки зададим свой фон. Для контейнера шапки укажем Display Flex. Расположим по центру. Зададим минимальную высоту 60 пикселей. И раздвинем наши элементы. Далее для логотипа Header Logo укажем белый цвет. Сейчас мы его должны увидеть. Да, вот он. Display Flex. Расположим также по центру. Добавим небольшой отступ между названиями и самим логотипчиком. Добавим плавность для Color. Это нам понадобится для наведения. Далее для самой иконки мы поменяем цвет. На вот такой зелененький. Отлично. Теперь для оболочки нашей корзины Header Card Wrap зададим Position Relative. Добавим курсор Pointer. Для кнопки Header Card BTN укажем цвет белый. Дадим Display Flex. Добавим небольшой отступ. Размер шрифта 18 пикселей. И межбуквенный интервал небольшой можем сделать. Можем не делать. Не так принципиально, но давайте оставим. Также нам понадобится плавность. Можем скопировать, вставить. Для счетчика мы зададим немного другой цвет. Header Color 6.8. Вот такой, да. Теперь для самой оболочки наших товаров зададим Position Absolute. Ширину 450. Топ 100%. Справа 0. Фон белый будет. Внутренний отступ 20 пикселей. Закруглим на 18. Сделаем флекс контейнером и разместим все в колонку. Opacity 0. Visibility Hidden. Мы будем скрывать нашу корзину, но для начала, конечно же, ее покажем. Так. Добавим плавность. Поменяем курсор. И немного тени. Так. Смотрим.
Где наша корзина? Угу. Так, понял ошибку. Подправим класс для того, чтобы ее увидеть. Карт блок. Вот, супер. Теперь для заголовка укажем шрифт 24, отступ вниз 20 пикселей. Для наших товаров укажем отступ вниз также 20 пикселей. И теперь перейдем к каждому конкретному товару. Зададим display grid и укажем 50 пикселей для изображения, по одному FR для названия и для цены, 80 пикселей для счетчика и auto для кнопки удаления. Отступ 25 пикселей между ними. Отступ вниз нам еще понадобится для всех, кроме последнего. 15 пикселей. Для изображения укажем display блок. Также не забудем про ширину, высоту и добавить Object Fit Contain. Теперь для ссылки укажем Display Inline Block. Justify Self Start. Для того, чтобы она не растягивалась на всю ширину. Шрифт 16 пикселей и плавность. Теперь перейдем к цене. Item Card. Header Price. Размер шрифта 18 пикселей. Счетчик. У нас будет также Flex с контейнером. И небольшой отступ 10 пикселей между кнопками и значением числа. Далее для кнопки добавим 19 пикселей размер шрифта. Закруглим на 50%, сделаем полностью круглым. Укажем border. Добавим ширину с помощью flex свойства. Высоту также 20 пикселей. И разместим по центру наш минус и наш плюс. Теперь для цифры также добавим свои свойства. Разрешим ей увеличиваться, запретим уменьшаться и укажем ширину 20 пикселей. Для кнопки Remove нам понадобится только плавность. Так. Остается результат.
небольшой отступ безопасности. Отступ вниз 26 пикселей. Для цены мы укажем жирность 700. Для ссылок также дадим display flex и небольшой отступ 10 пикселей. Все, наша шапка готова. Теперь мы можем перейти к блоку с товарами. Для Hero зададим margin сверху, снизу по 32 пикселя. Для заголовка сделаем его покрупнее, 72 пикселя. Font weight 900. Line height 100%. Отступ вниз 32. Теперь для подзаголовка размер шрифта 40. Line height 105. Отступ вниз 32 пикселя. Поменяем цвет. Для body и разместим 3 колонки. Между ними отступ 84 пикселя. Теперь мы уже перейдем к изображению. Item Hero Image. Ему добавим небольшую тень. Так. Зададим фон. Делаем flex с контейнером для того, чтобы разместить нашу картинку по центру. Как вертикали, так горизонтали. Внутренний отступ 41 пикселей. Высота 243. И отступ вниз 16 пикселей. Для самой картинки AMG Max Width 100% и высота 100%. Теперь для ссылки Item Hero Link укажем жирность 700, размер шрифта 24, Line Height 133%, небольшой межбуквенный интервал. Сделаем наш текст большим. Добавим отступ вниз 16 пикселей и зададим display inline block. Также укажем плавность. Где-то мы здесь добавляли, вот нам. Копируем, вставим. Теперь для цены Item Hero Price. Зададим размер шрифта 24, font weight 700, отступ вниз 16. Для информации о нашем товаре Hero Info добавим свой line height и зададим отступ вниз 16 пикселей. И теперь нам остается добавить hover эффекты. Укажем их в медиа запросе. Any hover. 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 Только
для тех устройств, которых мы можем наводить. То есть в телефонах, планшетах мы не увидим этого эффекта. Header, card wrap, power, card block, opacity 1, visible. При наведении будем показывать. Для header card wrap 5 таким. Header card BTN. Мы поменяем немного цвет. Так. Отлично. Все работает. И теперь перейдем к нашим ссылкам. Item Hero Link. Item Card Header Link. И Remove. Им зададим одинаковый цвет при наведении. Так. Для логотипа Header Logo. Зададим такой цвет. Для всех Link. Поменяем фон. А вот для Link с модификатором 2 укажем фон, но немного другой. Так. Давайте посмотрим, как работает наведение и показ нашей корзины. Так, где-то мы комментировали тут. Убираем. И пробуем наводить. Угу. Не совсем срабатывает. Ничего. Сейчас проверим. Опять-таки не хватает пробелов, видимо. Так, отлично. При наведении на кнопку у нас показывается корзина. Супер, теперь мы можем перейти в JavaScript. В Script.js для начала создадим хранилище корзины. Назовем ее cart. В ней, соответственно, будут храниться товары, то есть объекты, с полями имя, цена, изображение, ссылка и количество. Далее пройдемся по всем кнопкам «Добавить в корзину». Выберем все кнопки. Item Hero. Add BTN. С помощью метода forEach пройдем по каждой из кнопок и повесим обработчик событий. По клику будем вызывать функцию, которой для начала извлечем данные из дата атрибутов. Сначала имя, дата set name, цена нас также интересует, parse float пригодится для того, чтобы преобразовать строку в число, dataset
price. Далее картинка, item image. То же самое. И нам остается ссылка. Item ref. Так. Отлично. Теперь нам нужно проверить, есть ли товар, который мы добавляем уже в корзине. Для этого создадим переменную existing item. И с помощью метода find будем проверять соответствие. Item name равно item name. Если в нашем объекте card name равен item name, то есть если у нас такой товар в корзине уже есть, мы просто увеличиваем количество, его quantity. А если нет, то, соответственно, добавляем с помощью метода push. Добавляем название товара, item name, цену, item price, изображение, ссылку на товар, item href. Так, так. И количество. Будем добавлять по одному. Отлично. Это у нас готово. Теперь давайте проверим, все ли у нас работает правильно. Для этого нашу функцию в самом конце мы можем добавить log, консоль log и вывести туда наше хранилище. Откроем консоль, нажмем на кнопку на любую и видим, что в нашу корзину добавился товар. В нем есть ссылка, картинка, название, цена и количество. Так, давайте нажмем еще раз. У нас появился новый массив и количество увеличилось. Добавим, к примеру, бананы. Так, видим, теперь у нас два товара, но с разным количеством. И яблоко, соответственно, тоже все работает. Отлично, теперь нам остается это все вывести в нашу корзину. Сейчас у нас здесь статика. Для этого нам потребуется еще одна функция. Давайте добавим ее чуть выше. Здесь можем убрать консоль log, нам уже не пригодится. Назовем ее update cart. Обновление корзин. Так, в нем нам нужен будет счетчик товаров, список товаров и итоговая цена. Давайте обратимся к этим элементам.
header card count. Это наш счетчик. Можем скопировать и поменять название переменной card items container. Соответственно, контейнер наших товаров. Card block header items. И итоговая цена card total price card block header result price, если я не ошибаюсь. Так. Result price, да. Копируем на всякий случай и вставим. Теперь мы будем обновлять количество товаров в нашей иконке. Сейчас у нас 0, мы видим. Но также мы будем менять это значение в зависимости от количества товаров. К примеру, если у нас есть 2 яблока в нашей корзине, мы будем ставить значение единицу, то есть только один товар. Можно по-разному реализовывать, но я обычно именно так. Все делаю дальше. Card count, текст content, длину нашего массива. Так, сейчас у нас длина массива 0, но если мы добавим какое-то значение и, конечно же, вызовем функцию, так, добавим яблоки, видим, что значение изменилось. Добавим еще раз. Товар один, но значение, количество разное. Значит, все работает правильно. Так, идем дальше. Теперь мы должны очистить список товаров в корзине. Для этого обратимся к контейнеру и установим пустую строку. Начальная цена Total Price равна также нулю. Теперь мы будем генерировать динамический HTML. В нашей корзине для всех ее товаров мы добавим div. Item div. Document create element div. Сразу ему назначим класс list add. Так, посмотрим, какой у нас класс наших товаров. Вот он. Можем через запятую указать. Классы есть. Теперь сохраним имя дата атрибуте. Для обработки item name. Так. И будем выводить HTML. Item div. Inner HTML. Обратные кавычки. Копируем наш HTML.
Можем даже просто вырезать. Ctrl-X. Нам теперь здесь это не нужно. И вставляем JavaScript. Так. Теперь у нас есть статика. Нам остается изменить ее на динамику. Вместо ссылки мы укажем item href. Вместо пути к изображению статичному мы укажем item image. Вместо ссылки второй мы также укажем item href. Вместо названия Apple мы укажем item name. И нам остается еще цена. Знак доллара мы оставляем. Price. И количество. Quantity. Так. Уже что-то у нас вырисовывается. И теперь все это дело мы добавим cart items контейнер с помощью append child item div. Что касается цены, мы total price будем также изменять item price умноженное на item quantity, на количество. Так. И теперь нам остается обновить итоговую стоимость. Cart total price, текст content, знак доллара нам также пригодится. Total price to fixed 2. Так, теперь мы можем проверять. Уже нам консоль лог не понадобится. Мы можем добавить любой товар. Давайте добавим яблоко. Add to cart. И видим, значение изменилось при наведении. Мы также видим наш товар. Хорошо. Увеличение и уменьшение пока что не работает, как и удаление. Но это мы поправим все. Давайте добавим апельсин и банан. Апельсином несколько штук. Так, видим, все работает как и должно. Значит, мы все сделали верно. Нам остается только поработать над функционалом увеличения, уменьшения и удаления из корзины. Что ж, давайте этим займемся. Создадим функцию удаления товара из корзины. Назовем ее remove item. Получать она будет имя товара из объекта. В ней мы создадим переменную индекс и будем искать соответствующий индекс товара. Find index item name равно name. Будем искать по имени товара. Если наш индекс не равен -1, то удаляем товар с помощью метода splice. И обновляем корзину. Что значит -1 и для чего нужен метод findIndex?
Метод findIndex, он возвращает индекс в массиве, если элемент удовлетворяет условию функции. В нашем случае, если он удовлетворяет, то найдет, покажет индекс нашего элемента. Но если не найдет, он вернет -1. Поэтому мы проверяем, если не равно -1, то есть если наш элемент найден, мы удаляем с помощью метода splice наш индекс, наш элемент. Теперь давайте добавим функцию увеличения количества товара. Назовем ее increase quantity. И она также будет принимать name. В ней создадим переменную item. И в нашем массиве с помощью метода find мы будем искать соответствие. Пройдемся по всем item. И если имя соответствует name, то увеличиваем количество. То есть, если в нашем массиве уже есть такой товар, мы просто увеличиваем количество и также обновляем корзину. И то же самое с уменьшением, но в обратную сторону. Мы также создаем переменную item. Давайте поменяем название функции. Decrease item. Ищем соответствие. Если соответствие есть и количество больше 1, это сделано для того, чтобы мы не уходили в минус. В таком случае мы уменьшаем количество. Минус. И обновляем корзину. Так. Отлично. Функции есть, но пока что мы не знаем, как ими воспользоваться. И поэтому нам необходимо повесить делегирование событий на кнопки. Так. Пройдемся по всем cart block header items. По всем нашим товарам. Давайте найдем. Так. И повесим обработчик событий, в котором мы будем получать event, наше событие. Добавим переменную btn и найдем ближайшую кнопку target closest button. Так, нашли. Если ее нет, нет смысла продолжать и выходим из функции. Далее создадим контейнер item container, в котором найдем блок товара closest item cart header. Также создадим переменную для названия item name и сразу проверим на соответствие атрибуту имени.
Если соответствия нет, то также выходим из функции. Но если у нас все отлично, все соответствия найдены, товары мы нашли и кнопки есть, то в таком случае мы проверяем на наличие классов. Class list contains минус. Если мы нажали на кнопку минус, в таком случае вызываем функцию decrease quantity и передаем туда item name, тот товар, который мы будем уменьшать. Далее, если наша кнопка содержит класс btn+, то, соответственно, мы увеличиваем количество товаров, item name. И последняя проверка. Если это кнопка удаления, btn remove, то мы, соответственно, просто удаляем элемент из корзины, наш товар, item name. Так, у нас все готово к проверке. Давайте посмотрим. Добавим апельсин. Видим, апельсин есть в корзине. Попробуем изменить количество. Видим, что не все у нас гладко. Так, давайте посмотрим консоль. Мы выбрали все элементы Query Selector All, но наш блок один, и мы выбираем только Query Selector, блок с нашими товарами. Так, давайте проверим, пока что ошибок не видно. Добавим апельсин. Значение изменилось. Апельсин есть. Поменяем количество. И видим сразу, наша цена также меняется. Уменьшим до 1. Все хорошо. И попробуем теперь удалить. Видим, наш товар исчез из корзины. Значение количества также изменилось. И общая стоимость равна 0. Значит, мы все сделали с вами верно. И наш проект готов. Вот и все. Мы с вами сделали простую, но функциональную корзину на JavaScript. Без лишних библиотек. Теперь вы умеете добавлять товары, изменять их количество, удалять ненужный товар и сразу видеть итоговую сумму, без перезагрузки страниц. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии с идеями для новых видео. Архив со стартовым шаблоном и полным кодом вы сможете найти на моем Boosty канале. Ссылки я оставлю в описании. Там же у вас есть возможность поддержать канал, оформив подписку за символическую плату. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео.